Roborock Q8 Max. Это улучшенная версия Roborock Q7 Max. Roborock S8 — это улучшенная, версия Roborock S7. А Roborock Q5 Pro — это улучшенная версия чего? Даю вам 5 секунд на размышления, пока идет заставка. Заодно прожимайте кнопки под роликом. Если вы не догадались, объясняю. Q5 Pro — это улучшенная версия Roborock Q7, которая отличается от Q7 Max большим пылесборником, вот его современный вариант, и упрощенной шваброй без насоса, вот она. Добралась до 2024 года в неизменном виде. Зато теперь у пылесоса 2 валика, новый дизайн и 5500 паскалей. Как это все работает, выясняем прямо сейчас. Первое, что мы находим в коробке – большое руководство по началу работы. Прочный лист бумаги А3 наверняка пригодится в гараже или на кухне. Но может есть что-то еще полезное? Робот-пылесос с ребристой матовой крышкой. Она не собирает отпечатки. Наконец-то нашлось надежное решение. Подложка под док-станцию. Сама док-станция с фирменными кисточками перед клеммами. Шнур питания с ремешком для релаксации. Швабра. Я уже показывал ее во вступлении. Запасные форсунки для швабры, маленькое руководство по обслуживанию, ну и традиционная книжечка на разных языках, включая русский. Комплектация, как всегда, минимальна, но на первое время хватит. Характеристики вывожу на экран. Они почти такие же, как у Roborock Q8 Max. Главное отличие – это ценник. Q5 Pro заметно дешевле. А если вы считаете, что и 30 тысяч это дороговато, рекомендую подписаться на телеграм-канал Best Robot, где мы каждый месяц планируем разыгрывать какой-нибудь пылесос среди подписчиков. Может быть, это будет даже Roborock Q5 Pro. К другим отличиям можно отнести объем контейнеров и навигацию. Там, где у Q8 Max размещалось окошко 3D-датчика, у Q5 Pro обычная прорезь ИК-сенсора. Обхода предметов у этой модели нет. Боковой датчик присутствует, вдоль стен будет ехать четко. Лидар с датчиком давления, под мебелью не застрянет, а перед ним 3 кнопки и аппендикс, при нажатии на который станция произносит: блокировка от детей включена. Звучит слегка коварно, но функция полезная. Пылесборник вставляется сзади. Объем 770 мл, вдвое больше стандартного. Можно выгружать раз в 3 дня, а то и реже. Фильтрация одинарная на базе HEPA-фильтра, как у других пылесосов компании. Сбоку дополнительный люк для подсоса воздуха во время выгрузки мусора, если у вас есть соответствующая станция. Снизу все так же, как у Q8 Max. Колеса-вездеходы, торцевая щетка с мягкими концами и рабочий блок с 2 валиками. Рамка на 2 подвесах. Это главная фишка пылесосов Roborock, начиная с 7 серии. Она обеспечивает плотное прилегание к полу и повышает эффективность всасывания. Торцы валиков съемные, можно быстро убрать намотавшиеся волосы. Сзади устанавливается ретроградная швабра со встроенным бачком, прямоточной подачей воды и механической регулировкой смачивания. После парковки робота на станции оставшаяся в бачке вода продолжит потихоньку просачиваться через микрофибру, образуя под ней лужицу. Чтобы ваш деревянный пол смог это пережить, нужно использовать подложку, которую я показывал минуту назад. Теоретически док-станцию можно заменить на станцию самоочистки. К примеру, Q5 Pro без проблем заехал на станцию Roborock Q8 Max Plus. После парковки в приложении сразу появились режимы выгрузки мусора. Но проблема в том, что отдельно станция не продается. Поэтому, если вам нужен робот с выгрузкой мусора, нужно брать сразу полный комплект. Называется Roborock Q5 Pro Plus. Подробности о том, как устроена станция выгрузки, можете посмотреть в обзоре Q8 Max Plus. Ссылку закреплю под роликом. Завершая блок дизайна, могу сказать, что за исключением устаревшей швабры претензий к 5-й модели нет. Неплохо, но есть к чему стремиться. Управлять можно при помощи фирменного приложения Roborock. Пылесос русифицированный, быстро коннектится через российский регион на частоте 2,4 ГГц. После первой уборки открываются все функции управления. Все эти настройки знакомы нам по другим пылесосам Roborock, поэтому сильно распространяться не буду, расскажу только об особенностях. Для сухой уборки помимо стандартного алгоритма предусмотрен быстрый, в котором робот катается от стены к стене, без учета комнат. Если в доме высокие пороги, можете обозначить их на карте, чтобы Q5 Pro гарантированно их проехал.
По понятным причинам из приложения вырезали режимы движения во время влажной уборки, но почему-то оставили выбор направления укладки ламината. Похоже, об этой функции просто забыли. Сомневаюсь, что от нее будет какая-то польза с такой шваброй. Приложение полностью на русском, включая голосовой помощник. Из недостатков могу отметить отсутствие редактора ковров, который был у Roborock Q8 Max. Теперь приступаем к полевым испытаниям. При запуске в комнате пылесос проходит вдоль стен, затем нарезает пространство зигзагами. Шторы не слишком аккуратно, но все-таки обходит. Если хотите, чтобы под батареей было чисто, заранее поднимайте их на подоконник. Вдоль плинтусов пылесос прошел идеально. К боковому датчику нет вопросов. Перед сушилкой не притормаживает. Ударяется бампером, а затем начинает обходить, переваливаясь через трубчатые ножки. То же самое касается и ножек стула. Сначала стукнулся, затем подумал и обмел. Это странно, учитывая стоимость пылесоса. К примеру, бюджетный Dreamy F9 Pro замечал ножки и притормаживал. В остальном все в порядке. Черных ковров не боится, при этом со стола не падает. В многоуровневый дом можно брать смело. Пороги проходят легко, даже 2 сантиметра спокойно проехал с установленной шваброй. Навигация в доме правильная. Комната за комнатой в выбранной последовательности с учетом зонирования. На максимальной мощности всасывания батареи хватает на 94 минуты, за которые Q5 Pro успевает пропылесосить 108 квадратов. Обычный показатель для роботов такого типа. Вот что робот собрал, катаясь по дому. Комок шерсти и разнородная мелочевка. Кажется, не так уж много, но это из-за огромного контейнера. Его объема хватит еще на несколько уборок. Когда заряд снижается до 20%, робот едет на базу, набирается сил, а затем продолжает работу с места прерывания. Уровень шума чуть ниже среднего. На минималках 56 дБ. На максимальной мощности 69. А вот щелевой тест меня по-настоящему удивил. Roborock Q8 Max при сходной конструкции и такой же силе всасывания в 5500 паскалей обрабатывал щели до 4 мм. Roborock S8 своими 6000 паскалей осилил 2 мм. А Roborock Q5 Pro не зачистил вообще ничего. Полный ноль. Обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Думаю, все дело в пылесборнике. Из-за того, что контейнер стал больше, возрос и объем прокачиваемого воздуха, что негативно повлияло на силу всасывания. Осталось лишь понять, как это повлияет на результаты уборки. Работа на ламинате демонстрирует преимущество 2 валиков. Сила всасывания слабая, но валики вращаются во встречных направлениях и забрасывают мусор в пылесборник. Касательно уборки в углу впечатление неоднозначное. Торцевушка достает соринки из глубины, буквально 2 см остаются неубранными, но при этом в радиусе 15 см разбросана мелочевка. Одна из причин, почему Q5 Pro не собрал 100%. Но 98 тоже крутой результат. Как видите, почти все оказалось в контейнере. А вот с песком уже возникли трудности. Валики плохо его заметают, еще и торцевушка оставляет в углах целые барханы. Результат 90%. На ковролине сопротивление соринок повышается, и они не так охотно лезут в пылесборник. По-моему, такое сверхнаучное объяснение определенно заслуживает лайка. Во всяком случае, чем-то еще объяснить слабое выступление робота я не могу, только 92%. Зато на среднем ковре Q5 Pro показал себя неплохо, как и другие роботы с таким рабочим блоком. 2 валика не заглаживают, а как бы выпрямляют ворс и достают застрявшие соринки. Середина чистая, мусор остался в основном на периферии. В итоге мне понравилось, как пылесос справился с ламинатом и средним ковром, а по остальным показателям Roborock Q5 Pro все-таки уступает аналогам. Помимо сухой уборки, пылесос выполняет и влажную. Несмотря на прямоточную подачу воды, салфетка смачивается быстро и уже через минуту начинает вытирать кофе. После 2 проходов робот оставил разводы, но с повторного запуска устранил их. До 10 см в углах и до 5 см вдоль стен остались грязными, но при этом стенд выглядит чистым. Секрет успеха заключается в том, что салфетка хорошо прижимается к полу. Обратите внимание, что ее края даже более темные, чем середина, хотя обычно бывает строго наоборот. Присохший сок смог оттереть с 4 проходов. Небольшие разводы остались, но в целом результат неплохой, в том числе по периметру. Салфетка моет всей площадью и справляется даже без насоса. На всякий случай я решил провести грязевой тест. После 2 проходов микрофибра оставила кошмарные разводы и основательно забила землей. После промежуточного полоскания я запускал пылесос еще дважды, но приемлемого результата достичь не удалось. Эта задача ему не по зубам.
Остается проверить самоочистку, если она вообще нужна при таком большом контейнере. Может, проще раз в неделю вытряхивать контейнер, чем переплачивать 15 тысяч за станцию? Как считаете? Напишите в комментариях. Сначала посмотрим, что будет с мусором, собранным в полевых условиях. Станция гудит около 30 секунд и при этом выдает порядка 80 дБ. Теперь извлекаем контейнер и смотрим, что произошло с мусором. Как видите, Он испарился. с семечками станция справилась ничуть не хуже. Контейнер пустой. Песок в большом пылесборнике выглядит скромно, но его по-прежнему 100 грамм. На дне осталась какая-то 1% погрешность, все остальное в мешке. Крупа немного озадачила станцию. В контейнере осталось 2%, но все равно результат отличный. Чего не скажешь о наполнителе, к которому у станции глубокая личная неприязнь. С 3 попыток удалось выгрузить лишь 13%. Дополнительно я протестировал выгрузку шерсти. В период линьки можно быть спокойным, все волосы окажутся в мешке. В целом, станция хорошо справляется с неоднородным мусором, который робот будет собирать ежедневно. Проблемы возникают только с наполнителем. Будем надеяться, что кот не опрокинет лоток. Подведем итоги. Roborock Q5 Pro получился таким себе упрощенным вариантом Q8 Max. Без обнаружения предметов, с формальной протиркой пола, которая тем не менее превзошла мои ожидания, и с меньшей силой всасывания. Воздушный поток рассеивается в большом контейнере, а потом еще и в широком раструбе. В результате Q5 Pro не высасывает пыль из ковра и не достает песок. Робот выполняет качественную, но все-таки поверхностную уборку. Это важно учитывать, если в доме большая собака. По системе оценки Best Robot Roborock Q5 Pro набрал 56 баллов и вошел в топ-30 all-time рейтинга. Версия плюс со станцией самоочистки набрала 63 балла и попала в 20-ку лучших. Неплохо, как для самого дешевого пылесоса с 2 валиками, как считаете? На этом у меня все. Пока и до новых обзоров!